Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня мы поговорим о верхнем зимнем утеплении для ульев. Из чего, как вариант, из чего его можно сделать простым, доступным способом в домашних условиях. Значит, основа утепления у нас будет дробленый пенопласт. Всегда есть в хозяйстве где-то какие-то кусочки пенопласта, которые остаются после утепления. И вот с таких дробленых кусочков пенопласта и можно изготовить утепление. Значит, мешочек, в который это утепление складывается, это можно использовать мешковину обычную, можно любой другой материал, хлопчатобумажную ткань, которая должна хорошо пропускать воздух и водяные пары, чтобы водяные пары там не задерживались. Как дробить? Можно вот использовать такой ящик пластиковый. И этот пластиковый ящик очень хорошо перетирает такой пенопласт. Конечно, немножко труда тут надо приложить, чтобы это сделать. Ну, это я для показа показываю просто такой целлофановый кулечек. А сразу можно делать это в тот мешочек, который будет предназначен для утепления. Ну, вот таким вот образом можно заготовить дробленый пенопласт. Ну, если у кого-то есть возможность достать где-то такой дробленый пенопласт, купить, ну, это, конечно, что-то он стоит, если покупать где-то в магазине. Вот если кто-то достанет, ну, это еще лучше. И вот такой дробленый пенопласт мы потом обшиваем в необходимых размерах мешочек. И вот такое у нас получается зимнее утепление. Температура у нас сегодня на улице где-то минус 2 градуса. Вот сейчас мы посмотрим, как работает наше зимнее утепление. Ну, тут у нас, конечно, навалило сколько снега. Хорошо, что мы это зимнее утепление разложили ранее. Сейчас уже это сделать намного сложнее. Ну, попробуем. Вот такой снег. Итак, смотрим. Смотрим, что здесь везде сухо. Пчелки зимуют. Здесь вот у нас разложено вот такое утепление. В чем как бы плюс такого утепления? Его можно сверху, если маленькое подкрышное пространство здесь, надрамочное, то можно его тонким слоем разложить, а весь остаток сюда согнать. И вот этот остаток весь у нас будет вот здесь внизу сбоку. Там задавали в предыдущем видео о зимовке пчел такой вопрос, почему надо ложить утепление только с одной стороны. Вот у нас здесь такое утепление, и мы говорили, что только с одной стороны. Так вот, с одной стороны его достаточно, с двух сторон не надо. Значит, со второй стороны у нас обычная деревянная такая заставная досточка. Вот. Одна из причин, потому что у нас теперь будет лежать здесь вот такое дышащее утепление. И через него будут выходить дополнительно пары воздуха и влаги. Ну, заодно посмотрим, как зимует наша эта семейка. Ну вот смотрим, они по чуть-чуть поднимаются по сравнению с тем, что было месяц назад. Видим, что уже добираются они к тому канде, который мы разложили. Попутно еще такой вопрос. Значит, там задавали вопрос, и я обещал показать, почему нельзя на украинские ульи положить рамку сверху. Так вот, сейчас мы покажем. Рамка сверху, если мы ее захотим положить, вот мы ее ложим, а она какая-то часть ее будет свисать здесь. И, в принципе, ну, можно как-то изловчиться и положить, но как бы по своим размерам рамочка это будет, чем меньше здесь гнездовых рамок, тем больше она будет здесь свисать. Вот такое различие это между додановской и украинской рамкой, то, что мы показывали в предыдущем видео о зимовке пчел. Ну вот, конечно, этого нельзя делать, это мы для фильма так показываем. Это беспокоить так пчелок нельзя, они зимуют, зимний клуб. Это как сон у человека, и которому резко нагрянуть и там чего-то на ухо рассказывать. Посмотрим, как зимует наша самая неблагонадежная
семья. Вот она, этот улей снимем. Верандочку, потому что она будет мешать при открывании. И перейдем, посмотрим, как они зимуют. Значит, с того момента, когда мы смотрели предыдущее видео о зимовке пчел, прошел месяц. И вот насколько они продвинулись, эти наши пчелки. Вот смотрим, добрались они уже до канди. Вот шумят. Это им не нравится. Ну вот так. Вот так. Вот такая у нас зимовка. Ну пусть зимуют. Пусть они на нас не обижаются, что мы их так. Это все как бы для того, чтобы показать вам. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошей зимовки. Пока!